Всем здравствуйте! Сегодня я хочу показать, как из остатков пряжи можно связать шикарный декор на Пасху. Я буду использовать пряжу джинс Ярнард. Это в 50 граммах 160 метров. И возьму крючок 2 миллиметра. Также нам понадобятся маленькие черные бусинки или бисер. Вообще для этого декора можно использовать любую пряжу, какая у вас есть. Я беру пряжу бежевого цвета. Это у меня основной цвет. Делаю кольцо амигуруми. И 3 воздушные петли для подъема. 1, 2 и 3. И теперь в это кольцо нам нужно ввязать еще 11 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Колечко затягиваем. Вместе с воздушными петлями для подъема получилось 12 столбиков. И соединительной петлей замыкаем кольцо. Вот так получается у нас первый ряд. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли для подъема. И в этот же столбик провязываем второй столбик с накидом. То есть из каждого столбика в предыдущем ряду нам нужно вывязать по 2 столбика. Это у нас была первая пара. Теперь вяжем вторую пару. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И остались у нас 2 недовязанных столбика. И сейчас мы свяжем хвостик. Для этого набираем цепочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И там, где вот вершину столбика, который мы провязывали, делаем соединительную петлю. Теперь набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снова в этот же столбик делаем соединительную петлю. Набираем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И снова в этот же столбик делаем соединительную петлю. Вот получается такой хвостик. Теперь довязываем столбики с одним накидом. 1 и сюда же провязываем второй. Еще один столбик и сюда же провязываем второй столбик.
Ну и здесь вот столбика у нас уже нет, но для того, чтобы был более такой красивый круг, провяжем еще один столбик с одним накидом и соединяем соединительной петлей. Теперь будем вязать голову для курочки. Одна воздушная петля, вторая и третья. Сделали 2 накида и в следующий столбик в предыдущем ряду провязываем так 4 столбика с двумя накидами из одного столбика. Теперь второй столбик с двумя накидами, третий столбик с двумя накидами и четвертый столбик с двумя накидами, и все вывязываются из одного столбика. Вот. Теперь один столбик с одним накидом, но в следующий столбик. И теперь сделаем одну воздушную петлю и соединительную петлю провязываем в тот же столбик, из которого мы вывязывали вот один столбик с одним накидом. И ниточку отрезаем. Вот такая основа для курочки у нас получилась. Теперь свяжем гребешок. Вот отсчитываем воздушные петли для подъема, один столбик, и вот следующий столбик. Если так считать, то это будет третий столбик. Присоединяем пряжу и провязываем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И в этот же столбик провязываем столбик без накида. Переходим на следующий столбик. Здесь тоже провязали столбик без накида и 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И провязываем в этот же столбик без накида. Переходим на следующий, третий вот столбик и 3 воздушных петли и столбик без накида. Ниточку отрезаем. Все эти ниточки прячем вот в изделие. Теперь возьмем коричневую пряжу или любую другую, какая у вас есть, и свяжем клювик. Присоединили. 1, 2, 3 воздушные петли и сюда же присоединяем столбиком без накида. Ниточку отрезаем. Получается такой клювик. Эти 2 ниточки, это то, что мы отрезали, берем иголку так подтягиваем, и здесь можно завязать вот на 2 узелка. И эти 2 хвостика отрезаем.
Вот так. Теперь берем еще красную пряжу. И вот довязываем курочки вот здесь так под клювиком. Присоединяем красную пряжу. 2 воздушных петли. И делаем соединительную петлю. Ниточку отрезаем, но эту соединительную петлю я не закрываю, а вот я ее вытянула. Теперь ввожу крючок с обратной стороны, захватываю эту петельку, подтягиваю вот ее назад. И теперь закрепляю таким узелком. И снова эти 2 хвостика завязываем на 2 узелка. Отрезаем. Вот. И осталось нам пришить бусинку, глазик. И вот какие красивые курочки получаются из остатков пряжи. Также можно курочку дополнить вот такой петелькой, в зависимости от того, где и что вы будете декорировать. Возможно, она вам понадобится. Из моей пряжи курочки получились по сантиметрам на 6 сантиметров. Так что они получаются небольшие, красивые, вяжутся очень быстро и легко, потому таких курочек можно связать очень много. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!